Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где вы можете получить ответы на практически любые вопросы, а также есть прекрасные практики, медитации, настрои, саблиминалы для того, чтобы вы могли изменить свою жизнь к лучшему. Как я всегда говорю, счастье по умолчанию – это действительно то, к чему было бы здорово стремиться. Сегодня расклад, что же важно вам знать в эту весну. Весна еще идет, мы еще, можно сказать, в середине весны, и, соответственно, давайте посмотрим, что было бы важно для вас знать до конца весны, в эту весну. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной, высших сил, космоса, Господа. Каждый из нас верит в кого-то своего, во что-то свое, и то, во что мы верим, и работает для нас, помогает нам. Ну что, давайте посмотрим, что же важно. Важно знать, что перед вами встанет какой-то выбор. Выбор серьезный. Это влюбленные, но очень часто эту карту связывают именно с отношениями, с романами. Да, она тоже означает это, но основное значение этой карты – это выбор. Выбор может быть действительно между двумя партнерами, выбор может быть между двумя ситуациями, выбор может быть делать, не делать, идти, не идти, договариваться, не договариваться, соглашаться, не соглашаться. По этой карте выбор лучше всего делать именно сердцем, именно внутренним состоянием. Да, это немножечко тяжелее, чем просто сказать да или нет. Тут действительно надо анализировать свое внутреннее состояние, когда вы озвучиваете один из выборов. Их же несколько, минимум два. Когда выбор, значит, есть минимум две ситуации и минимум два человека. И как минимум да и нет. И, соответственно, очень важно, по мнению Таро, очень важно выбирать сердцем. И никогда не выбирать что-то, что вам пытаются навязать. Оно ни счастья, ни удовольствия, ни результата не принесет. А если и принесет, то какой-то минимальный. И, соответственно, только вы можете ощутить и знать точно, чего вы хотите. И выбирать должны именно вы. Не позволяйте никому влиять на ваш выбор. Это очень важно. Посмотрим, что же еще важно для вас. Тут я смотрю еще и... Я всегда говорю продуктивное творчество. Эта карта говорит о том, что работы, труда будет много до конца весны. И очень важно для вас найти в любом труде, в любой работе, находить что-то, что вас будет вдохновлять. И если вы действительно займетесь этим и найдете. Я знаю много людей, которые ходят на работу
потому что нужно кушать, нужно платить за жилье, за услуги, бензин, удовольствие. Для этого мы, в принципе, работаем. Но люди не получают никакого удовольствия от того, чем они занимаются. И это вредит. Мало того, что вредит вашему определенному продвижению, иногда, да, это даже продвижению по карьерной лестнице. Это еще не позволяет вам раскрыться и не позволяет вам улучшить ваше материальное положение. Только найдя в том, чем вы занимаетесь, вдохновение, вы можете качественно улучшить и доход, и ваше состояние. И мне кажется, что это очень важно. Что же еще важно вам до конца весны? Взаимопомощь. До конца весны у вас будет выбор, вас попросят помощи. И, скорее всего, по соседней карте это будет материальная помощь. И тут вы, да, должны будете выбрать, оказать эту помощь или нет. Когда дело касается именно материальной помощи, тут я вам чисто свое субъективное мнение говорю. Выбор-то все равно ваш. Только вы можете выбрать, помочь, не помочь, доверять, не доверять. Ведь это все-таки будет касаться финансов. Я всегда говорю, что если вы все-таки решили оказать финансовую помощь, то давайте ту сумму, без которой вам будет комфортно. Даже если человек, который вас просит, клянется, что я отдам вот в такой срок, и когда вы анализируете, вы понимаете, что на этот срок вы можете одолжить деньги, все равно давайте ту сумму, которая вам комфортна. Исходя из опыта, своего опыта, опыта моих знакомых, друзей, клиентов, когда вы даете больше, чем вам комфортно, вы даже подсознательно, вы можете этого даже не осознавать, вы ждете возврата. Еще до того времени, как подошел даже срок. Ваше ожидание завышает важность. Есть такой термин у Вадима Зеланда — завышенная важность. Когда мы держимся за ситуацию, и мы пытаемся ситуацию контролировать, и, соответственно, мы транслируем отсутствие результата и притягиваем к себе отсутствие результата. Поэтому что получается? Получается, что может быть такая ситуация, что вы будете волноваться, переживать, и в срок, который был поставлен, вы сами притянете отсутствие возврата. Поэтому, знаете, если уже решили, то вперед, это ваш выбор, это ваше решение, но давайте такую сумму, без которой вам будет комфортно и которую вы даже можете потерять. Точно так же, vice versa, в обратную сторону, если вам нужна будет помощь, и вы о ней попросите, человек, который будет принимать решение помочь или не помочь, может поступить так же, как я сказала. Поэтому даже если вам откажут, у вас будет выбор, у вас будет еще один вариант. Имеется в виду, вариантом может быть банк, финансовая организация. Некоторые организации, я не знаю, как в каких странах, в нашей стране есть организации, в которых ты можешь взять в организации деньги и возвращать с каждой зарплаты. Иногда это даже беспроцентная ссуда.
Ну, а, соответственно, банк и финансовые организации дадут вам под процент. Поэтому вот будут вот такие важные вещи, которые вам было бы здорово знать. И это до конца весны.